Итак, ребят, в Телеграме я обещала оперативно записывать, если мне что-то будет прям такое идти. Очень срочное, да, очень важное. Вот, с тонкого плана. В общем, пришло мне еще одно видение. Я подобные видения отношусь к ним очень серьезно, потому что они касаются глобальных вещей, прям глобальных, то есть это не местечково, нет, а прям ну, прям глобальных каких-то процессов. То есть я рассказывала, что один раз мне пришло видение, где ангелы, такие жнецы, налетели в Киев, и я увидела, что сейчас там будут собирать урожай, там будет море крови, да, море чего-то такого, что вся земля буквально утопится в крови, и после этого начались все вот эти вот моменты с глобальной вот этой вот внутри конфликта между Донбассом и Западной, да, это в 2014 году было западной частью Украины, то есть когда это все массовая вот эта гражданская война началась. Потом вот недавно мне пришла тоже Фемида зрячая, да, многие говорили, ну что, Надежда, ну что ты там, ну где твоя зрячая Фемида, что она ничего не делает, там все как жрали, все как сидели, так и сидят своими жирными жопами на своих стульях. А я говорила, что Фемида, то есть мне пришла, вот, что она была не слепая, а зрячая, и она начала всех именно в Киеве и в России тоже, ну, короче, всех в Киеве, кто наживался на этой войне, то есть кто каким-либо образом именно был ее бенефициаром, да, которые прям не хотели ее заканчивать, то есть что она прям начала их очень сильно разрушать, то есть она прям начала нападать и прям с мечом, то есть, да, зрячая Фемида видела, кого надо бить, и она начала именно ударять и выносить приговор, то есть злость, да, у нее была такая, даже не злость, а какая-то ярость карать тех, кто виновен, да. И была другая женщина, такая светлая, которая вот так вот защищала всех, обняла и защитила невинных, что невинные не пострадают. И тогда начались первые вот эти вот моменты с Набу и Саб, да, и я сказала, вот смотрите, это буквально я увидела Фемиду, через неделю вышла про Набу и Саб, вот, и кто там кричал, что на следующий же день Фемида должна была всех покарать, но это так не работает, это всегда такие глобальные видения, они, как правило, отсроченные, то есть начало завязка идет, развиваются в какие-то глобальные события, где мы можем увидеть, опять же, что все-таки Набу и Сап там сначала всех пересадили, да, пытались там их задавить, обвинить там и так далее, но тем не менее вот эта девушка светлая, она защитила, да, Фемида это правосудие, то есть это она не дала просто так покарать невиновных, да, невиновные все вышли, да, в репрессии там хорошо все пострадали, но тем не менее невиновные вышли, а вот Ермак у нас сидит на скамье подсудимых, поэтому кто там орал про то, где там сбывается ваша Фемида, вот, пожалуйста, вы можете это все сейчас лицезреть. Там не один Ермак, там уже по делу прошли очень много людей, да, и это было как раз после удара по Новотек и так далее. К чему я это? Мне было два видения. Одно вот такое глобальное, опять же, про Фемиду, и оно мне очень сильно не понравилось, потому что оно прям настолько внутри, ну, настолько тяжело переживается по ощущениям, то, что я там увидела, что меня прям здесь вот начинает болеть, мне хочется плакать. Это по ощущениям было то же самое, что когда мне пришло видение, когда люди после, ну, вот этого, помните, да, что у них кровь начала в венах сворачиваться, я видела больницы, где лежат люди, у которых просто сворачивается кровь, я плакала, это было ужасно, вот, и тут тоже очень катастрофичное такое видение, массовость, да, этого видения, и мне, опять же, плохо, но я о нем чуть попозже расскажу. Во-первых, хочется поделиться, я знаю, что сейчас идут массовые блокировки Телеграма, да, многие люди просто потеряли возможность даже туда заходить,
Я записывала там голосовое, рассказывала опять же про то, что мне недавно пришло про Украину и Россию, про США, про Китай, про массовый договорняк. Вот. Там я записала, но здесь я решила повторить коротко о главном, как говорится, кто не смог прослушать там. Я увидела большой, огромный договорняк. Я, в принципе, говорила, что на БУИСАП сами бы в жизни ничего не записали, не сделали, не вылезли, ничего. Я говорила о том, что это чистая ЦРУшная история, то есть где Дональд Трамп, который хотел мира во всем мире, да, ну, условно хотел, там, неважно, вот, и сказал Зеленскому, давай прекращай, да, увидел, что здесь даже дело не в Зеленском, Зеленский хоть завтра согласится, здесь дело в Европе, которая просто не хочет, наперлась рогом, и всеми правдами и неправдами, манипуляциями, трибуляциями, там продолжают выполнять требования Англии в том, чтобы война на Украине продолжалась, и чтобы они там продолжали через эту колонию, ну, вести давление на Россию, и таким образом идет вот эта вот война, грубо говоря, с Россией, да, через это все, где Зеленский, в принципе, ничего сам и не решает особо, вот, ему что говорят, то и делает. Трамп этот момент сказал, понял, принял, как бы, и отошел, да. Далее вы знаете, что очень много там договорников было, ну, в плане того, что что-то ездили, говорили между США и Россией, что-то там договаривались, не договаривались. Вот, и потом все утихло, затихло, короче, стухло, это, и как будто все, да, ничего не произошло, и все такие успокоились и начали жить дальше. Но ничего подобного, потому что я увидела очень большую подковерную игру, то есть, знаете, это когда все везде тихо, а змея ползет под ковром, да, ее не видно на поверхности, она ползет под ковром. Я увидела глобальный договорняк между США, причем это вообще узкий круг лиц, что со стороны США в большинстве своем, вот, ну, скажем так, правительство, да, какие-то конгрессмены, там это, то есть большая часть вот этого правительства, да, прослойки правительства, я не знаю, как это называется, оно вообще, в принципе, не в курсе о том, что что-то там движется, идет, и что как-то что-то. Есть какая-то очень-очень узкая группа лиц в США, которые знают о том, что этот договорняк есть, и что эта спецоперация какая-то проходит. То же самое со стороны РФ, узкий круг лиц, прям вот, знаете, приближенные, условно, так, к президенту, да, ну, это я так утрированно, то есть прям самый-самый вот там, плюс-минус там, Вася, если что, ты ничего не знаешь, да, там прям вот единицы людей, которые к этому как-то причастны, которые тоже этот договорняк, то есть знают, что происходит, знают, что планируется, да, вот, далее там. А также в эту игру вмешан Китай, то есть в эту же спецоперацию, который тоже там находится на низком старте, что как только что-то там бахнет, он сразу включится в игру. А бахнуть должно в Европе, то есть, по сути, там мне шла балка, такая металлическая балка, что в Киеве выстроена какая-то система или какая-то, ну, то есть конструкция какая-то, это система, да, система, условно, что-то, что вот тихкает, как часы, как механизм, то есть выстроена какая-то система, которая как металлическая балка, ее не сломать, она не гнется, она такая прям очень-очень устойчивая, и сломать ее достаточно сложно. Так вот, та спецоперация, которая сейчас проходит, где-то там подковерно условно, да, она настроена на то, что просто эта балка вот так вот, как сухая ветка, знаете, ее так пополам, хрясь, и все. Вот, поломать. То есть вот в таком виде. Плюсом, вы, наверное, видели, в принципе, с чего начались все вот эти вот моменты с НАБУ и САП, обвинения там всего-всего, с того, что был удар по энергетике Новатэка, то есть по энергетической системе, где тут же всплыло то, что там просто наворованы были сотни миллионов, вот, а куда они делись, никто не знает, и все, и начались с этого разборки и так далее. То есть я могу сказать, что вот это вот прям удар,
был сделан туда, да, то, что я вижу на тонком, это то, что удар был сделан тогда, когда сказали, бейте туда, мы готовы. То есть это было не раньше, не позже, не спонтанно, а именно в тот момент, когда у Набу и Саб было уже все готово для того, чтобы выйти и сказать, а мы знаем, почему это было, да, вот, и мы можем сейчас всю эту доказательную базу, то есть это четкий конкретный план действий. Вот, для того, чтобы сломать вот эту конструкцию. Далее, что дает слом этой конструкции, это то, что есть определенные генералы в Европе и некоторые в США, которые разработали некий план действий, причем очень давно, да, где замешаны как раз-таки вот эти вот Урсула и компания, там вся вот эта вот Пиндобратья, и как раз-таки они выстроили эту конструкцию, где они четко следуют какому-то плану. И когда я смотрела, что на что будет направлено, то есть когда вот это сюрприз какой-то для Европы такой, знаете, какой-то удар, сюрприз прям максимальный будет, вот это вот то, что планируется, это прям такой буф, как взрыв такой, да, неожиданный будет. Он как будто, вот знаете, ты стоишь, вот как эшафот, да, был раньше, помните, эшафот, и там так вот на рычаг дергали, и просто полы так открывались, и падало, да, все. Вот, но только там стоит не человек, там стоит такая чаша, полная чаша, дом полная чаша, да, то есть это именно как Европа, это как вот этот вот общий котел, знаете, корыто вот это вот, Европарламента, евро всего, где очень много варится, да, много денег, много вот, ресурсов там всего, да, и вот это вот именно как денежные потоки, да, там еще что-то, то есть дом полная чаша, там. И просто что-то вот так вот бах, пол открывается, чаша падает, все из нее разливается, все тут же вот просто в разные стороны, да, в чаше ничего не остается, маленькая какая-то горсточка воды, как они не пытаются собрать, они это собрать не могут, то есть вся чаша просто вдребезги, то есть сама чаша целая, а все, что в ней было, просто вдребезги, все разлетелось, собрать это нельзя, что-то вот такое. Далее по списку вот такое вот идет. Далее по списку мне как раз-таки увиделась Фемида, и это как будто, ой, я прям говорю, мне прям начинает сердце вот так вот колотиться, это очень страшно, то, что я увидела, как будто, знаете, было дано время, просто вот я вам говорю то, что мне идет, мне от этого очень дико херово, было дано время, как будто вот эти ангелы, которые вот еще с 2014, почему я их помянула, да, было дано время на то, что шел какой-то суд. Шел какой-то суд. И в это время те, кого судили, они могли реабилитироваться. То есть кто-то мог пройти какие-то уроки или что-то еще. То есть какой-то исторический урок или какой-то что-то для себя понять, какое-то что-то очень важное, да, и пока ты еще в суде находишься, пока ты вот, ну, тебя судят, да, ты можешь еще как-то, ну, я не знаю, оправдаться, ты еще можешь как-то, вот, ну, там, подать жалобу, там, еще что-то, да, пока идут рассмотрения, там, и так далее, и тому подобное. И вот тут как будто было дано максимальное количество времени, как будто вот времени было дан вагон целый на то, чтобы те, кого судили, или то, что было, хоть как-то, ну вот, принял правильное решение условно, да, или как-то оправдался, что-то понял, да, чтобы, ну вот, что тебе дается время на исправление, тебе дается время на то, чтобы признать свою ошибку или понять, какую ошибку ты совершил, да, как бы что-то вот такое. И от того, поймешь ты эту ошибку или нет, будет зависеть приговор, который принесут, да, который вот будет вынесен. И как будто вот, понимаете, тот, кого судили, все время, которое ему дали, да, просто потратил зря. Как будто он до последнего вот уже как бы Фемида там, да, и все, что всем и так все знают. Не надо
пытаться, как уж на сковородке, вот так вот вертеться. Не надо пытаться отнекиваться, не надо пытаться говорить, что это не я там, или это Вася Пупкин, да, что-то сделал. Не надо пытаться как-то это. Всем и так все ясно. Просто здесь нужно, типа, было сказать, да, я вот это сделал, или что-то такое. Я не знаю, это вот, ну, образы, да, какие-то, которые идут. Но как будто вот был вынесен какой-то очень тяжелый приговор. Я не знаю, ребята, это пиздец. У меня прям все внутри. У меня вот так сердце, во-первых, хреначит. Во-вторых, мне очень дико плохо. И мне просто больно, настолько больно. У меня боль, и вот здесь вот все горло сковывает. То есть прям дико плохо от этих ощущений. Как будто вот просто Фемида берет вот так вот человека этого, да, ну это образ, да, человека, но это не человек, тут что-то более другое. Здесь именно речь идет как о стране. И вот так вот берет этого человека и просто начинает тащить. Все, приговор вынесен, понимаете? То есть у тебя было очень много времени, пока ты был в суде, что-то, а тут как будто все, приговор вынесен, а дальше без апелляции, то есть апелляции не будет, ничего не будет, все, приговор он вынесен и обжалованию не подлежит, и она его куда-то потащила условно, да, то есть и ощущение такое, что это как, вот знаете, смертную казнь, людей приговаривают, да, к смертной казни вот в Америке, и вот здесь что-то такое, то есть когда того, кого судят, его приговорили вот к смертной казни. Но это, знаете, это не то, что прям вот вообще все так плохо, сейчас все умрут или что. Нет. Никакой ядерки, ничего подобного я до сих пор не чувствую, этого не будет, ничего. Но то, что мне идет, это ужасно. Я вижу людей, которые бегут по улице. Если вы думаете, что до этого вы скажете, ой, Надежда, так это ж уже происходит с 22 года, ха-ха-ха, где вы были и так далее. Я не тупая, я знаю прекрасно, что летают ракеты, что люди бегают, там паника, страх и так далее. Но по сравнению с тем, что я вижу сейчас на Тонко, это вообще просто как будто ничего и не было. Люди сидели, там пили чай в кафешках, там радовались жизни и так далее. То есть вот это вот, понимаете, цену разницу тому, что я вижу сейчас, вот, и тому, что было. То есть я вижу то, что просто люди бегут, это какой-то сюр, люди бегут, везде взрывы, то есть, знаете, как будто Фемида, она вот идет, понимаете, вот это Киев, почему-то я по большей степени, мне кажется, вижу как Киев, именно этот город, то есть именно Киев это как место, и где правительство сидит, да, и вот это все, то есть неприкосновенное какое-то ранее место, то есть то, что ранее не трогалось, то, что ранее чувствовала, собственно, я не знаю насчет того, что конкретно это прям про людей или про какие-то места, про какие-то центры принятия решений, не знаю, про какие-то инфраструктуры или еще что-то, но то, что раньше чувствовала себя в полной какой-то безопасности, было раскильдяйством, как вот на Новотеке там, или как он там назывался, да, где по энергетике, то есть что-то, что чувствовала, тикала как часы, понимаете, вот тикала как часы, да, тик-тик-тик-тик-тик, вот, и это были как ниточки, понимаете, вот, ниточки человека. Человек может чем-то управлять, ну, как Зеленский, пока он может, у него есть инструменты, да, у него есть способы влияния, рычаги, то есть какие-то ниточки, за которые он дергает. Лишить человека этих ниточек, он станет никем, да. И вот здесь как будто идет такое, что его просто ему отрежут вот так вот нахрен эти нити вместе с пальцами. А по какому-то другому на каком-то другом уровне я вижу, что идет эта Фемида, понимаете, и она идет ногами, вот так вот, прям идет по Киеву почему-то в основном. Она идет и она наступает прямо на здание, то есть она настолько огромная, понимаете, она просто огромная, прям огромная, такая, и как тоже, как знаете, как статуя какая-то огромная или что.
Она просто огромнейшая, и она идет вот так вот, просто вот где она идет, ноги, да, вот ее касаются, там просто она наступает на здание, и здание превращается в труху, просто вот бетон в пыль, понимаете? Куски арматуры, бетон в пыль, люди, которые бегут, люди, которые кричат, дети. Просто горы пепла, боли, пыли. То есть, знаете, вот что-то из картинок Мариуполя, когда там был ад на земле. Просто что-то очень и очень страшное. Я не хочу нагнетать, я очень сильно буду рада, как я обычно говорю в такие моменты, я очень сильно буду рада, если это видение не сбудется, если ничего такого не произойдет, если действительно я ошибусь, все будет тишь гладь, вы похихикаете в комментариях, скажете: Надежда, вы ни хера не видите, ничего не было, я этому даже обрадуюсь. Но, как показывает практика, такого не происходит. Да, вы это несете, но по факту это все сбывается так или иначе, да, в каком-то виде. Да, по телеку нам показывают где-то там в России, в Европе, еще где-то, что это было не так страшно, все, а вот смотрите, там что-то там здание разрушилось, а если мы спросим у местных жителей, которые это все пережили, там был полный сдос просто, да, на их уровне восприятия. И я именно вижу это на уровне восприятия людей, которые там будут находиться в этом во всем. Это будет страшно. То есть там, где будет идти Фемида, там будет все просто разрушаться. Просто вот где она идет, пыль и песок, пыль и песок, пыль и песок. И, к сожалению, если в первом видении я видела, что Фемида карает, то есть ее меч, он целенаправлен, и он как бы задевает только тех, кто там действительно, ну, наживался, да, на людях, там еще что-то, то здесь я не вижу, что это конкретно какой-то вот, я вижу всех, и людей, которые там живут на этих территориях тоже, к сожалению. К сожалению, я вижу, там все попадают просто. И нету той самой девушки, которая бы кого-то защищала невиновных. Там как будто все. Там просто, там какая-то каша, и все вот просто и виновные, и невиновные. Она просто идет и идет. Вот. Идет куда-то туда, куда и надо идти. Идет и тащит вот этого вот хрена, вот так вот за волосы просто вот куда-то, да, на эшафот, а при этом где она идет, там просто здания в пыль разрушаются, понимаете, здания просто летят, вот пыль и бетон. В общем, ребята, я очень сильно надеюсь, что там прям все будет не так страшно, как все вот это идет, но, пожалуйста, кто живет в Киеве или в Украине, ребята, просто будьте осторожными. Вот то, что я хочу сказать. Я на самом деле у меня вот есть, ну, много очень подписчиков, ребята, да, с которыми я там общаюсь с 2020 года. И, вот. Еще с тех времен, с момента там создания канала, еще даже когда канала не было, общаюсь, да, вот ребята именно с Украины, я за всех переживаю, и за подписчиков своих переживаю, за простых, и не за подписчиков, и за простых людей, которые там живут, и все это ужасно, то, что приходится переживать, но те глобальные изменения в геополитике и вообще во всем, которые они есть, ну, макиавеллизм это Макиавелли не зря говорил, что это цель любой ценой, понимаете, это все, к сожалению, грязная политика, и политика там, где идет политика, там нет людей, понимаете, там нет этого. Там есть очень много всего, очень много плохого. Я столько всего плохого там видела. В свое время я не хотела говорить плохо о Зеленском, не хотела там
рассказывать правду о нем людям, да, потому что очень многие там в Украине так сильно любили своего президента, так сильно там говорили о том, что он такой молодец, такой хороший. Я вообще не люблю лезть в политику, я не хочу вот говорить о том, вот этот хороший, вот это плохой, еще что-то, чтобы вот не было ко мне никаких претензий, что Надежда, вы какая-то там политичная, мне и так в этом постоянно мешают, что я там политичная, что я там за вот этих топлю или за тех. На самом деле я ни за кого не топлю, я топлю за людей, вот, а рассказываю то, что вижу на тонком плане, стараюсь без каких-то личных оценок, но из того, что я видела на тонком про Зеленского, вот, из того, что я видела на тонком про Зеленского, девочка, которая была у Такера Карлсона и рассказывала про него, она рассказала просто про милого зайчика, милого маленького зайчика, в сравнении с тем, чем он является на самом деле, понимаете? То есть степень омерзения этого человека и того, на что он готов ради подлизания жопы тех, на кого он работает в Англии, это, поверьте, это вообще ужасно. Вот, это очень-очень страшно. Это полностью конченый религиозный фанатик. А религия у него в прямом смысле того слова сатанинская. Поэтому кто там думает, что данный детеныш работает на боженьку, забудь свет всяк сюда входящий, да. Ну, это мои подписчики знают, что там про боженьку и так далее. То есть, кто думает, что он там на светленькой стороне, или он такой за мир, дружбу, жвачку, он за мир. Нет. Как вот она сказала, или кто-то про него говорил, что он сам про себя говорит, что он сын сатаны, там хлеще. Там просто, там он о себе очень сильно много думает. Но его там, поверьте мне, и в хвост, и в гриву, и в же. То есть то, что про него ходят слухи, что там он что-то там с Ермаком, и все. Там не только с Ермаком, там хлеще. Там вы даже не представляете, насколько хлеще. И от того, что я вижу в этой личности, да, если это можно назвать личностью, в этом суррогате, вот, это просто вызывает, ну, не что иное, как рвотные позывы. Вот. Он полностью фанатичный, религиозный, а он, религия у него, это религия темной аристократии, где его же подсадили на вот это вот всякие нюхательные смеси прекрасные, да. Вот, даже что-то похлеще он пробовал, как бы не наш любимый, вот, делающийся из крови, вот, ну вы поняли, да, кого. Тот самый из того самого прекрасного фильма, про которого все слышали. Там это тоже имело место быть для вхождения в эти группы. Поэтому кто там топит за этого прекрасного человека, мне вас очень жаль, потому что пойдете вы вместе с ним. Это будет очень сильный жестокий урок. А у меня на этом все, ребята. Это на самом деле херовые новости. Это я не могу, мне так плохо это все рассказывать. Потому что она, понимаете, вот эта барышня, которая пойдет ногами, стопами своими, понимаете, вот, тащить его на эшафот. А я еще очень-очень давно, еще когда, знаете, Дональд Трамп предлагал ему такое, что вот, идите, выборы, значит, чтобы он на выборах переизбирался, там, и так далее. Помните, еще сделку по минералам, тогда все. Я не стала ничего говорить, потому что я знаю вот эти вот все любимые эти поддержатели вот этого вот чудовища. Сейчас, я надеюсь, ни у кого там особо нет больше кастрюли на голове, чтобы его поддерживать. Что, ой, не надо, он такой хороший, давайте его оставим. В общем, я тогда видела, что он сам не уйдет, никаких выборов не будет, ничего такого не будет.
И я понимала, что его будут убирать. И убирать его будут очень жестко, то есть через какой-то трибунал. Он идет через трибунал. И это будет что-то ужасное, то есть что-то достаточно очень какое-то, ну, страшное, скажем так, да, то есть через какой-то очень большой показательный, очень такую показательную порку, знаете, когда прям, ну вот как Сама Бен Ладена убирали там, да, как убирали там какого-то, ну вот, ну условно, когда вот таких вот талибов там, да, там какие-то вот, хотя мы, конечно, знаем, кто там что это всех их организовывал, но вы поняли, да, когда там прям что-то страшное было, происходило, когда убирали и хороших, и плохих, всяких, короче, хреново будут его убирать очень и очень жестко. Те, кто хотят его наказать, то есть те, кто хотят вот эту показательную какую-то штуку, ну, исполнить, да, они отыграются по полной, вот. Потому что было уязвлено их достоинство, а они, то есть ты какая-то червяк там какой-то, да, решил против нас вякать. И это очень-очень будет такое. Прям, знаете, вот, когда чуть ли не через мясорубку заживо тебя пропускают, ну, вот прям через какой-то, вот, знаете, пресс вот такой вот, который вот железную банку в блинчик превращает на выходе, да, вот что-то такое будет. Ну, это, конечно, утрировано, образно, но прям порка показательная будет страшная, скажем так, и, к сожалению, пострадает при этой порке вся Украина. Я надеюсь, что это все пройдет наиболее мягким способом. Просто наиболее мягким способом и для страны, и для обычных людей. Я просто надеюсь на совесть тех людей, которые будут это делать. И я знаю, что совести у них никакой нет, и не было, им плевать вообще абсолютно. Но я надеюсь, хоть как-то они, вот хоть на грамм, немножечко, вот так вот, просто подумают о том, что обычные люди, они не виноваты. Я вас всех люблю, обнимаю, ребята. С вами была Надежда Солнечная. Всем пока-пока.